История произошла со старой бабушкой по имени Клавдия Ивановна. Она была уже преклонного возраста и требовала внимания, так как была не в силах справляться с домашними делами. У нее был внук Иван, молодой и энергичный парень, которому не нравилось ухаживать за старой бабушкой. Он считал, что это лишнее бремя на его плечах и предпочитал проводить время с друзьями. Однажды, когда Клавдия Ивановна очень нуждалась в помощи, она обратилась к Ивану с просьбой. Она объяснила ему, что без его помощи не сможет справиться с повседневными делами, но Иван отмахнулся и сказал, что у него нет времени и желания заниматься этим. Бабушка осталась одна, смирившись с тем, что ее внук не проявляет интереса к ее проблемам. Однако, судьба имела свои планы. В один день, когда старая бабушка пыталась самостоятельно справиться с домашними делами, Иван, уже раздраженный ее настойчивостью, вышвырнул ее на улицу, не обращая внимания на ее слабость и нужду в помощи. Бабушка упала на холодный асфальт и заплакала от боли и отчаяния. Ее плач услышал бездомный пес, который проживал неподалеку. Бабушка всегда подкармливала его и делилась с ним последними кусочками пищи, поэтому пес испытывал к ней особую любовь и благодарность. Услышав плач бабушки, он, не задумываясь, помчался к ней на помощь. Прибежав на место происшествия, пес вцепился зубами в ногу Ивана, вызывая у него страх и недоумение. Иван, испугавшись, отскочил и, не глядя назад, убежал с места происшествия. Отныне он больше не появлялся у бабушки, оставив ее на произвол судьбы. Бабушка, лежа на дороге, обняла пса и благодарила его за его преданность и отвагу. Зная, что она не сможет оставить бездомное животное на улице, она решила принять его в свой дом. Постепенно, с каждым днем, бабушка и пес становились неразлучными. Пес стал ее верным спутником, помощником и даже ее защитником. Он всегда был рядом, когда ей было плохо, и ласково лизал ее руки, словно пытаясь снять боль и одиночество. Бабушка назвала его Альма. Он стал ее единственным другом и семьей. С этого дня их жизнь изменилась. Альма помогал бабушке в домашних делах, приносил ей тапочки и газеты, заигрывал с ней и был ее настоящим компаньоном. Они проводили вместе много времени, гуляя по паркам и улицам, где Альма бегал по траве, а бабушка наблюдала за ним с улыбкой на лице. Он стал ее источником радости и вдохновения, внушая ей, что никогда не слишком поздно начать новую жизнь и найти счастье. Бабушка и Альма жили вместе до самого конца. Они были неразлучными друзьями, которые делились друг с другом своей любовью и заботой. Альма оставался верным и преданным до последнего дня бабушки, помогая ей преодолеть все трудности и заботы. Когда Клавдия Ивановна умерла, оставив позади свою старую и насыщенную жизнь, Альма остался на ее могиле, охраняя ее память и продолжая быть ее незаменимым спутником. История старой бабушки по имени Клавдия Ивановна и ее верного друга Альмы напоминает нам о важности заботы и внимания к старшему поколению. Они показывают, что даже в самые трудные времена, когда никого нет рядом, находится место для любви и доброты. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.